Ну что, нападай, бродяга, на непобедимого, несокрушимого, всегда в меньшинстве, побеждающих большинство, меня. Все? Да. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Меня зовут Владимир Великий. О чем, Владимир, вы здесь общаетесь? Я обо всем общаюсь. То есть мне вообще... Вы не общаетесь обо всем, назовите одну-две темы. Тогда будет диалог. Давайте поговорим о политике. Давайте поговорим о политике. Дайте определение слова политика. Политика это стремление за властью. Политика, да. Стремление к власти. Откройте Википедию, почитайте определение мне вслух. Мне не надо. Не надо. У меня свое определение есть. А при чем тут ваше определение? Либо вы знаете общепринятое, либо вы вообще идиот. Вы знаете, что такое идиот? Да, тот, который человек не принимает участие в политике. Так греки называли людей, которые не принимают участие в политике. Они не знали, что такое политика, как и вы. Откройте, пожалуйста, Википедию и узнайте, что такое. Не греки считали, а что такое значит идиот на русском. А я вам в греческом варианте рассказываю, что поскольку вы не знаете определения слова политика, то с точки древних греков, с точки зрения, вы идиот. Поэтому они вымерли. Либо диага. Кто? Греки древние вымерли. Понял вас? Ну, Значит, есть и медицинское у вас показание, идиот. Да. Да. Все, вы закончили? Я да. Так, тогда вернемся к политике все-таки. То есть я понимаю, Дайте что определение политики, либо зачитайте мне его из для интернета. меня политика это борьба за власть. Нет. Как нет? Ну так нет, ну возьмите, Дайте мне определение, почитайте. дайте мне определение свое. Не, свое я давать не буду. У вас его нет. Это бессмысленно. Конечно, у меня его нет. Я пользуюсь общепринятым. Дайте В общепринятое. отличие от вас. Да, хорошо. Дайте общепринятое понятие. Политика с греческого. Государственная деятельность от полис, город-государство. Одна из сфер человеческой деятельности, в которой государство, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти. Очень далеко от вашего определения. И вот Борьба за исходя власть? из этого, нет, это не только борьба за власть, это использование власти, а не только борьба. Ваше определение не полно, понимаете? Согласен, что это О, использование. наконец-то пришли к Давайте какому-то вам общему метафоры хочу. знаменателю. У вас какой-то Есть вопрос такая есть? пословица. Да не говорите параллельно со мной. Вы говорите Если у вас параллельно. есть какой-то вопрос, слушаю вас. Знаете, есть такая пословица, что корона требует у нас две вещи. Это накапливать власть и использовать ее. Не знаю такой фразы. И что дальше? Она очень хорошо отображает, что такое политика. Довольно Так вы лаконично. же не поняли, что такое политика, и мне пытаетесь объяснить, что такое политика. Почему? С Это какой власть? целью? Использование власти и борьба за власть. А, уже вы пошли на уступки, Добавим, не добавим. только борьба, но и использование власти. Уже согласен. хорошо. У вас какой-то вопрос есть по политике, который мы сейчас обсудим. Как вы считаете, то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, это что? Это война. Война. Это Да. естественно или противоестественно? Война – это, если с точки зрения брать биологии, то естественное состояние любого живого организма. Противоестественно нападение России на Украину. А тут вы уже отвернетесь. Смотрите, если мы воевали... Куда мне смотреть? На меня. А, мои на глаза. вас. Ага. Если мы воевали всю историю человечества, то почему эта война особенная? Сейчас. Кто мы воевали? Давайте определимся. Люди, человечество, вид. Так, противоестественно, потому что со второй половины 20 века, когда люди в Европе договорились, подписавшие Хельсинские соглашения, не воевать друг с другом, а поддерживать мирные отношения и признавать границы друг друга. Вот, можно узнать подписание этого договора? Да. В 1975 году Хельсинское соглашение, набирайте. Все страны Европы, включая Советский Союз. А после распада Советского Союза и постсоветские государства присоединились к этому соглашению.
И вот после этого как бы стало противоестественным воевать в Европе, потому что те, кто понимает, что такое война в Европе, понимают, что это путь к Третьей мировой войне. А Третья мировая война может уничтожить человечество как биологический вид. И вот это уже будет противоестественно. И именно Россия начала противоестественную агрессию против Украины. Как вы думаете, почему Россия напала на Украину? Хоть и прям полностью ответ, почему напала. Я думаю, потому что такая затея была властителей, как и Украины, так и России. Я не думаю, что это война, я думаю, это спектакль в большей степени. Ага, это спектакль. Актеры гибнут при этом, но это фигня. Да, актеры гибнут всегда. Гибнут, понятно. И зрители гибнут. Каскадеры. И зрители гибнут. Но это фигня. Да. Кто увлекается, гибнет. Ну, так почему напала Россия на Украину? Цели не знаю. Я не спрашиваю ваши цели, я спрашиваю причины. Вы как бы с русским языком разберитесь, что такое цель, а что такое причина. Не, вы мне говорите, почему? Я не знаю. Почему это причина? А цель это для чего? Понимаете, в русском языке есть вопросы, которые ставятся правильно, и тогда ответ получается правильный. Я поставил вопрос причины, а не для чего. Для чего это цели? Ну, за целью стоят причины, думаю, или наоборот, как вы считаете? Не знаю. Давайте выясним, как вы думаете о причинах. Я думаю, что суть в том, чтобы сократить местное население и завести... Чтобы сократить, это цель. Вы опять-таки путаете слова «причина» и «цель». Вы мне пытаетесь объяснить цель, а я вас спрашиваю «причина». Причина. Да, ну причины в множественном числе. Причина либо нас слишком много... Да? Вас это кого? Ну и как бы нас, вас, в целом белых людей много, нужно сократить. Думаю, это причина. Вы расист? Нет. А почему вы употребляете термин «белые люди»? Ну, потому что есть расовые признаки у людей, так. И глаза нельзя на них закрыть. Ага. Есть черная раса, так почему же одни белые русские напали на других белых украинцев? Потому что это делает власть. Какая власть? Чья власть? Власть, она конкретная. Абстрактное понятие власти. Нет конкретной власти. Нет конкретной. Да, все очень абстрактно. Можно обосную? Смотрите. Ну, да, я слушаю. Вот, допустим, я живу в России, и мне с детства в России рассказывают, что, допустим, там, да, ну, по телевизору, как и вам на Украине, может быть, что там Америка плохая, там, геи, не геи, ну, такая общая тема. И вот у нас была раньше милиция. Да, а в Штатах была всегда полиция. И в какой-то момент и у нас полиция. Допустим, в Китае... Правильно, потому что в советское время обыкновенную полицию назвали милицией, перепутали термины еще в советское время. А современность как бы возвратила термины, опять-таки, к его пониманию. Вы понимаете, чем милиция от полиции отличается? Вы серьезно думаете, что советское Я серьезно время... у вас спрашиваю, понимаете ли вы, чем милиция отличается от полиции? То, что у тех М, а у тех П? Нет. Ну, это и коню понятно. Милиция – это добровольное объединение, которые возникали в 19 веке. А полиция – это государственная военизированная служба для поддержания внутреннего порядка. И вот когда советская власть пришла к власти, большевики, они почему-то свою полицию, государственную службу назвали милицией. Это был абсолютный бред. Когда распался Советский Союз, полицию назвали полицией. Вы серьезно так осуждаете? Вы думаете, что вот реально были люди, они такие тупанули, назвали милиция, а не полиция? Ну, людям нужно это объяснять. Вот вам приходится это объяснять, и другим приходится объяснять. Подождите, но мы ушли от темы, от вопроса. Вопрос был простой. По вашему личному мнению, раз вы уж собрались говорить о политике, почему Россия, конкретная Россия, напала на Украину, на конкретную Украину? Не вообще, а конкретно. Я же ответил. Нет, вы ответили настолько общее, что как бы если вы считаете, что это ответ, я его принял. Вот Всё. для того, чтобы были такие люди. Для того, чтобы это цель, молодой человек, это не причина. Причина отвечает на вопрос «почему», а не «для чего». Все, смотрите, вот чтобы... Вы вот постоянно люди, путаете. У вас русский язык не родной, прошу прощения. Люди, которые живут в одном народе, как вы и мы... Люди, которые живут в одном народе, это вы о чем? Ну, это вот о том, что как бы вы как себя ведете. Вы заходите сюда уже зомбированные,
с агрессией. И тратить Ничего свое не время. понимаю. Аргументируй, что ты, о чем ты, какую мысль ты до меня хочешь донести. Я понять не могу. Я хочу сказать, пока ты здесь сидишь, доказываешь цели или причины, Я объясняю людям безграмотным, что цели – это одно, причины – это другое. Люди А люди разделяют- упираются рогом и говорят, не надо нам объяснять, мы Люди- сами с усами. люди разделяют и властвуют. Люди разделяют и властвуют. Ничего не Определенно. понял. Какие Определенно. люди определенные? Я их по именам не знаю. Боже мой, И какой в кошмар. данный момент вы лишь жертва той пропаганды. Я жертва своей пропаганды. Хорошо, я согласен со всем, что вы говорите. Только назовите мне причины нападения России на Украину, Я по вашему конкретно- мнению. По моему мнению, я Да. уже назвал вам причину. Ну, повторите еще раз, чтобы я уже запомнил и даже Я записал. думаю, они расовые. Расовые причины. Черная раса заставила белую расу напасть Нет. друг на друга. А какие? У меня есть такое мистическое соображение, Все. что... Более вопросов не имею. Ну вот, Когда я мы так скажу, уходим в мистику, тогда рациональное зерно в теряется. основном все войны, Ага. которые сейчас происходят, они происходят Да между не расами. надо мне все войны. Меня конкретная война интересует. Я хочу вам мысль подвести, а вы не даете. У вас нету мысли, у вас идет набор слов. Это у вас нет мысли. Там мыслей поэтому вы нет. общаетесь так вот, красное, белое, синее. А я так мысли оно и подвожу. должно быть. Логическое мышление называется и критическое А мышление. я за идею. Смотрите, воюют Россия, Украина. Доминирующая часть людей – это люди белой расы. Где доминирующая часть людей? России и Украине, я сказал изначально. Ну, Россия, мы белые, вы белые, мы белые. Почему белые русские напали на белых украинцев? Далее, смотрите, допустим, Палестина, Израиль – это Да семьи. не надо мне Палестину, Израиль, Я- почему я- Россия я- напала я- на Украину? Знаете, если вы просто бы слушали, одно уже закончил. Вы на каждое слово комментарий оставляете. Потому Я что говорю, ваши потому- слова отдельные каждое, я понимаю. Словосочетание не понимаю. Я клоню к тому, что везде происходят межрасовые войны. Когда происходят межрасовые войны, то коллективное сознание... Война страдает. между Украиной и Россией не межрасовая. Мы белая раса, что вы, что мы. Где здесь межрасовая Вот, да, война? в смысле, как бы с одной расы люди воюют. Поэтому, когда люди воюют с одной расы, они Ну. слабеют. Они слабеют. И, При этом смотрите. усиливается какая-то другая раса. Нет, Какая раса усиливается? Никто не усиливается, просто раса слабеет. Раса слабеет. И дальше что? Ну, поэтому можно... Так почему же Россия, зная, что раса от этого ослабеет, напала на Украину? Ну, Во-первых, Россия ничего не знает. а Россия ничего не Россия знает. – это такая же власть, как и Украина. Россия Там это нет такая же понимания власть. Ну, расы. какой-то бред, набор слов. Россия это одно государство, у вас своя власть. Украина Вашему- другое государство, Я другая власть. принимаю участие в выборе России какой-то. В каком выборе? Вы гражданин Российской Федерации? Да, вы думаете, меня Да, вы послушают? платите налоги. Да. Да, на ваши налоги российское государство воюет с Украиной. Я не думаю, что это мои налоги какие-то. Я думаю, там денег хватит. Каких денег хватит? Откуда у государства свои деньги, кроме налогов? Объясните. Напечатают. Да, вы еще и в экономике ни хрена не понимаете. Какая экономика? Вы серьезно? Я серьезно, да, абсолютно серьезно. У нас Вы недавно... кто по образованию? Я врач. Врач. Ну, и? Шучу. То можете быть врачом. Я вижу, что вы не политик, не Дело в, экономист. том, да нет, дело в том, что вы общаетесь вот довольно вот так вот, коридорно очень. Вам тяжело подвести мысль. Вы меня постоянно перебиваете раз за разом. У вас нету мысли в ваших словах. Вот в чем проблема. Я пытаюсь каждый раз вас вывести на какое-то словосочетание, которое бы несло мысль. Ладно, У вас не будем спорить. получается. Скажите мне только, назовите вы причину сражений. По моему мнению, Россия напала на Украину, потому что большинство жителей Российской Федерации имперцы по своим политическим взглядам. Они считают Украину частью России и считают, что Украину нужно вернуть под контроль России. Это одна из причин, по моему личному мнению. А вашего я так и не понял. Но я говорю, вы слишком, знаете, вот прямо смотрите на ситуацию. Ну, Вы- я криво не привык смотреть на Вот так ситуацию. вот,
и больше видно станет. Так вот. Ну, вы посмотрите по-другому. Белые русские напали на белых украинцев для того, чтобы, потому что, я так и не понял, чтобы ослабить самое себя. Да нет, вы А как? опять же вы не понимаете суть. Ну, Вы конечно, думаете, не что- понимаю. Ну, скажите думаете, какую-то что- фразу от начала до конца, Вы чтобы там была думаете, мысль. что власть российская за русских? В этом ваша кардинальная Нет, ошибка. я такого не думаю. Вы думаете, что власть за народ? Вы думаете, Я что такого и близко не власть сказал. и народ это одно и то же? В Но данном это случае два да. абсолютно разных зверя с разными целями. Ладно, давайте я вам Которые задам один будут вопрос, и мы влиять. распрощаемся. Только Понимаете? попытайтесь ответить конкретно на Давайте, мой вопрос. Чей Крым? Я не знаю, чем. Все, удачи. Если ты Давайте. ничего не знаешь, иди учись. Конечно. Ну, конечно.